Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много, и для вашего удобства они собраны небольшие коллекции под названием плейлистов. Я надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик. Так вы узнаете, когда на канале появятся новые видео. Отдельный привет и слова благодарности своим постоянным зрителям, своим подписчикам. Спасибо за ваши комментарии, за ваши отзывы. Очень-очень приятно. Я к вам снова сегодня с новым узорчиком и с ниточками. Мы уже ниточками этими работали. Классные ниточки. Но у меня новая палитра появилась. Такой вот темно-сиреневый цвет. Очень красивые ниточки. Цвет 75. Сразу же скажу, чтобы не забыть. Итак, что это такое? Это стопроцентный акрил. Метраж в 100 граммах, 400 метров. Очень удобные ниточки. И вот у них такая текстура еще интересная. Видите, какая накрутка. Очень удобная для ручек. И смотрите, крючок нам советует производитель. Берите 3 миллиметра. Вот мы берем 3 миллиметра. И приступаем. Схемки к узорчику у нас сегодня не будет. Поэтому следите за руками. Начинаем мы, допустим, например, с белого. Да? С белого цвета. Кто давно на канале знает, что я делаю небольшие образцы, но в районе 30 петелек. Сегодня у нас с вами, получается, раппорт узорчика будет 6 петелек. Но мы с вами, получается, наберем дополнительно ниточки, петельки, для того, чтобы у нас узорчик хорошо закончился, да? То есть ровненько. И поэтому с вами будем сегодня набирать 41 петельку. Ну, потому что ниточки тоненькие, можно набрать и побольше, чтобы показать вам прелесть узорчика. И не забывайте, что вы берете нитки любые, не такие, как я показываю, а свои ниточки. И цвет вы берете тоже любой. Вы можете брать 2 цвета, 3, 4, 5, 10, сколько захотите. Итак, как всегда, вначале мы делаем петельку фиксации. И при наборе петелек мы ее не считаем. Угу. А теперь начинаем набор петелек. 41 воздушная петелька. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Вот. Такой у нас будет образец будущий. Итак, что мы теперь делаем дальше? Делаем уже непосредственно сам узорчик. Это 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Теперь отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку ныряем. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Это столбик с накидом. Накид в следующую петельку опять ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. Еще один столбик с накидом. И вот так вот мы должны будем с вами пройтись по всей цепочке. Сколько вы набирали петелек. Если точно так же, как и я, вы набирали 41 воздушную петельку, должно получиться 41 столбик с накидом. Если вы набирали меньше, то меньше. Да? Если набирали больше, больше. Самое главное, такое же количество должно быть, сколько петелек. Все. И вот так вот аккуратненько до конца ряда. Не забывайте, что вот эти 3 петельки подъема это тоже столбик с накидом. Понятно? Поэтому смотрите, сколько сейчас я столбиков провязала. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Понятно? Все, давайте до конца ряда столбиками с накидом. В конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите, вот провязали аккуратненько целый ряд столбиками с накидом. Так, посчитали, сами себя проконтролировали. Теперь смотрите, что делаем. Воздушная петелька, поворот. И сюда же, в этот же столбик, провязываем столбик без накида. И идем, смотрите, по верхушкам наших столбиков. И в каждый столбик ныряем и провязываем столбик без накида. Очень несложный ряд. То есть вы весь ряд провязываете просто столбиками без накида. Нам это необходимо для дальнейшего нашего узорчика. Понятно? Все. Вот этой же ниточкой проходите этим же цветом весь ряд столбиками без накида. Несложно. Давайте и считайте обязательно, да, сколько у вас столбиков с накидом было, столько же и без накида. Проверяйте себя. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот у нас рядочек столбиками без накида. Все ровненько, аккуратненько. И смотрите, как мы заканчиваем наш ряд. Вот 3 петельки подъема, так, мы должны провязать столбик без накида вот в 3-ю петельку. Но смотрите, как делаем. Вытягиваем ниточку и стоп. На крючке остаются у нас 2 петельки, и мы присоединяем новую ниточку. Я как бы хочу присоединить новый цвет, вы как хотите. Можете присоединять, можете продолжать той же самой ниточкой. Итак, 2 петельки на крючке. Неважно, столбик с накидом, с 2, с 3 накидами. Именно 2 последние петельки мы их провязываем новым цветом. Видите?
То есть ряд у нас закончился все равно белой ниточкой, а в вязании уже началась цветная ниточка. Далее по узорчику 3 воздушные петельки. Делаем. Раз, два, три. Подтянули беленькую ниточку, подтянули вот такую сиреневую, поворот. Далее получается, вот наш первый столбик, да, мы провязали уже как 3 петельки подъема, имитация столбика. Во второй столбик ныряем, провязываем столбик с накидом. Получается первый столбик, второй столбик, да. Далее в третий столбик, столбик с накидом. В четвертый столбик, столбик с накидом. В пятый столбик, столбик с накидом. Есть. Вот наши 5 столбиков. 4 столбика. И вот самый первый 3 петельки подъема, имитация столбика. А дальше смотрите. Делаем накид. И наша с вами задача опуститься на ряд ниже. То есть вот наш столбик, да, а мы опускаемся на ряд ниже. И захватываем столбик, смотрите, как крючком. Оп, вот таким вот образом. Получается столбик у нас перед крючком. Вытягиваем ниточку. И подтягиваем до уровня столбика, вот, нашего сиреневого. Понятно? Но не провязываем. Подтянули. Держим пальчиком. Раз. Далее второй раз сделали накид. Точно так же захватили столбик крючком, вытянули ниточку, потянули. 2. Накид. Точно так же сделали 3. Накид. Точно так же сделали 4. Так, допустим 4. Остановимся там. Вы хотите сделать, можете 5, 6, 7 и так далее. Я сделаю 4 раза. Теперь смотрите, что мы делаем. Провязываем вот так вот практически до конца. На крючке остаются 2 петельки. И 2 петельки провязываем вместе. У нас получается вот такая вот шишечка интересная. Угу. Далее что делаем? Накид. Вот у нас получается столбик, да, где мы один пропускаем, тот, который провязали как шишечка. И шагаем в следующий столбик. Вот следующий столбик. И провязываем еще таких же 5 столбиков с накидом. Раз. Следующий. 2. Следующий. 3. Следующий 4 и 5. Как только провяжем 5 столбиков с накидом, да, опять провязываем вот такую же шишечку-бубочку. Итак, смотрим. Вот наш столбик, значит, опускаемся вот сюда вниз, ну, чтобы вы не ошиблись, как ориентир. Итак, окружаем наш столбик, начинаем танцевать около него. Потянули ниточку, так, накид. Опять точно так же взяли столбик, окружили, потянули ниточку, 2, накид. Точно так же сделали 3, накид, точно так же сделали 4. Чем больше вы будете делать вот таких вот накидов и петелек, да, тем больше пряжи, конечно, скушает данный узорчик. То есть смотрите, выбирайте, как вам удобнее. Итак, провязали практически до конца, оставили 2 петельки на крючке и затем 2 петельки вместе провязали. Все. Опять столбик сзади, да, беленький, один пропускаем. И получается, со следующего начинаем провязывать опять 5 столбиков с накидом. Раз, следующий, 2, следующий, 3, 4 и 5. Вот. И так далее до конца ряда. Поняли, да? То есть вот принцип узорчика. 5 столбиков с накидом, вот такой пышный столбик, да? 5 столбиков с накидом, пышный столбик. 5 столбиков с накидом. Теперь будете, вот ваш следующий столбик, опустились вниз. Вот здесь будет пышный столбик. И так далее до конца ряда. Угу. Давайте. У вас получится. Если что, перематывайте чуть-чуть назад. Смотрите, повторяйте. Очень все просто. Давайте. Встретимся в конце ряда. Так, смотрите, какая получается красота. Сделали наши, получается, шишечки, пышные столбики. И заканчиваем ряд. Вот, последние 4 столбика. Раз, два, три, 4, да? И 5-й столбик провязываю вот в последний столбик без накида предыдущего ряда. Все, наш ряд закончен. Далее делаем опять воздушную петельку, поворот. Сюда же нырнули, сделали столбик без накида. Этот ряд мы будем провязывать все наши столбики, все друг за дружкой, столбиками без накида. То есть вы можете сами себя проконтролировать, опять посчитать, сколько у вас столбиков. Так, вот 5 столбиков, и видите, у нас шишечка. Вот мы в этот столбик, видите, от шишечки тоже ныряем и тоже провязываем столбик без накида. И так далее, и так далее. То есть 5 столбиков и в шишечке тоже столбик. 5 столбиков и в шишечке столбик. Все, ничего сложного. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Красота будет. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, полностью провязали весь ряд столбиками без накида и заканчиваем ряд. Итак, вот у нас были 3 петельки подъема. Мы ныряем в 3-ю петельку, вытягиваем ниточку. И здесь я хочу поменять
цвет. Я меняю его на первый цвет, так? Вы, в свою очередь, можете поменять уже на третий цвет, да? Либо, может быть, вы все вяжете одной ниточкой. То есть, смотрите, если вы точно так же меняете, то есть вот, я беру белую ниточку и провязываю последние 2 петельки белой ниточкой. Белую ниточку я не тяну, иначе край зажулькается, да, то есть свободная она у меня. Я подтягиваю только вот эту вот фиолетовую сиреневую. Далее по узорчику идут 3 петельки подъема. Вяжем. Раз, два, три. Поворот. Все. И вот наш, получается, первый столбик мы провязали. Вот имитация столбика, 3 петельки подъема. Дальше накид. Ныряем во второй столбик, провязываем столбик с накидом. Есть. Третий столбик с накидом. Четвертый столбик с накидом. И пятый столбик с накидом. Есть. А теперь смотрите. Вот наш следующий столбик, да, мы будем провязывать его точно так же, как пышный столбик. Но смотрите, какая особенность. Накид. И мы, получается, вот так вот захватываем сзади наперед. Вот наш, помните, шишечку, вот этот пышный столбик. Теперь мы будем около него плясать. Вытянули ниточку, так, и подтянули до уровня столбиков нашего ряда. Держим на крючке петельки. Раз. Накид. Точно так же танцуем около шишечки. 2. Накид. Еще раз. 3. Так, еще раз. 3. Накид. Еще раз. 4. То есть вы можете 5, 6, 7, как хотите, да, можете 3 раза так сделать на ваше усмотрение. Итак, опять провязываем все одной петелькой вместе, оставляем 2 петельки на крючке, потом 2 петельки вместе, оп, провязали, все. Опять же, точно так же пропускаем, получается, один наш столбик сиреневый и начинаем со следующего столбика провязывать наши 5 столбиков с накидом. Раз, 2, 3, 4, 5. Да? То есть мы, получается, четко повторяем предыдущий сиреневый ряд. Так? Смотрите, только здесь будем танцевать. Там около столбика танцевали, здесь около шишечки. Итак, давайте еще раз. Накид, подтянули ниточку. Раз. Накид, еще раз. Подтянули ниточку вокруг нашей шишечки. 2. Накид. Точно так же еще раз. 3. Накид. 4. Мы с вами так провязываем рельефные лицевые столбики, да, помните? Но здесь получается много петелек. Провязываем их вместе, оставляем 2 петельки на крючке, потом 2 петельки. Все. И дальше опять точно так же. 5 столбиков с накидом. Провязываем 5 столбиков с накидом. Не забываем, что сзади мы один пропускаем столбик. Все. И ничего сложного. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас опять встречу. Договорились? Видите, какая красота объемная получается. Просто, но красиво. Все, давайте, у вас получится до конца ряда. В конце ряда встречаю. Так, смотрите, провязали опять ряд с шишечками с нашими. Закончили, да, то есть последний, получается, столбик без накида, провязали столбик с накидом. Воздушная петелька. И опять возвращаемся сюда же, столбик без накида. И теперь каждый столбик провязываем столбиком без накида. То есть вообще ничего сложного. У нас получается по итогу, по узорчику, всего лишь только 2 ряда, да. Один ряд получается у нас с шишечками, другой ряд просто обычные столбики без накида. Все, ничего сложного. Дальше, когда вы дойдете до конца ряда, вы опять переключаетесь на сиреневую ниточку, так, и продолжаете вязать ряд, получается, с шишечками. То есть у вас будет меняться шишечки сиреневый, белый, сиреневый, белый, сиреневый, белый. Все, 2 ряда. Один ряд с шишечками, второй ряд столбиками без накида. Переключились на сиреневую, шишечки, столбик без накида. Потом переключились на беленькую, шишечки, столбик без накида. Если вы захотите, вы можете провязывать по 2 ряда, либо по 3 ряда одного цвета, да, а потом другого цвета. То есть на ваше усмотрение. Принцип узорчика понятен, да? Давайте вырастим наш образец на несколько рядочков и посмотрим в итоге, что получится. Получится очень-очень красиво. Давайте встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Гляньте, какая красота. Какие объемные такие, да, у нас получается колонны, как мы их назовем. Узорчик, конечно, получается односторонний. Смотрите, то есть с одной стороны, получается, будет у вас вот таким образом, с другой стороны будут объемные элементики. Вообще не сложно, гляньте, как красиво. Цвета могут быть разные. Даже если вы сделаете в одну ниточку, уже будет шикарно, необычно. Ну, конечно, это что, в первую очередь, это пледик, да. Возможно, это коврик, смотрите, для ножек, да, будет очень массаж такой. Опять же, так кофточки, кардиганчики. Если это летняя ниточка, то очень классно будет смотреться на топики. Смотрите, очень просто. И смотрите, как заканчивается, да, тоже. Тут же все ровненько, никаких волн нету. Обычными столбиками закрыли и все. Красота. Красота. Итак,
Набирали 41 петельку. Давайте замерим, сколько приблизительно получится, если этими же ниточками, плотность вязания, этот же крючок. То есть это в районе 22 сантиметров. Я так вот приподняла, да, чтобы вот не искажался объем. Около 22 сантиметров. Все, и получается у нас каждый цвет по 2 ряда. То есть 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 и 1 тут здесь ряд 17. Это получится этими ниточками, ну, около 11 сантиметров, 11 с хвостиком. Вот так вот выглядит узорчик. Вот так вот он тянется с этими ниточками. Видите? То есть немножечко тянется. Интересно. Интересно будет смотреться, конечно, в разной цветовой палитре. Если вы сделаете из остаточков ниточек разные рядочки, тоже будет классно смотреться. Так что смотрите, здорово. Жду ваших идей, да, что можно связать данным узорчиком, а также, кто вязал этим узорчиком, рассказывайте, что вязали. Итак, надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, кто этого еще не сделал. Впереди много нового интересного. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда на канале будут новинки. И под видео справа внизу находится стрелочка «Поделиться с друзьями, с подружками». Делитесь в разных соцсетях. Спасибо вам заранее большое. Ну и спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.